Приветствую вас, друзья! Вы находитесь на канале Survagger, меня зовут Руслан, а на ваших экранах очередной 27-й выпуск новостей по игре 7 Days to Die. Рекомендую подписаться и жмакнуть колокольчик, пригодится. Ну а мы приступаем. Джоэл выпустил очередное видео с обзором новинок 17-й альфы. Видео у Джоэла записалось странным образом, как он сам потом написал на форуме. Его ошибкой было то, что он писал видео в полноэкранном режиме. И потому произошла такая ситуация. В следующих своих видео Джоэл постарается быть внимательнее и будет проверять то, что он загружает на канал. Смотреть видео в таком формате не очень удобно, потому я решил растянуть его на весь экран. Картинка при этом станет чуть замыленной, но это всяко лучше, чем смотреть на черное пространство вокруг видео в исходном формате. Но да бог с ним, бывает и такое. Тем более, что для Джоэла YouTube не является основным занятием. Потому ему вполне можно простить подобную оплошность. Приступаем к разбору видео. Скорость перезарядки. Первое, что показал в видео Джоэл на примере Shotgun Shot, обреза по-нашему, это скорость перезарядки оружия и как она будет меняться в зависимости от тех или иных условий. Вначале мы видим обычную скорость перезарядки, потом Джоэл в XML файле меняет значение модификатора с единицы на двойку, и в результате мы уже видим, как персонаж производит перезарядку с удвоенной скоростью. В игре этого можно будет достичь с помощью прокачки определенных скиллов и перков. Далее мы видим, что скорость перезарядки может быть не только увеличена, но и уменьшена. Со слов Джоэла, к примеру, если мы повредим руку, то это может существенно замедлить перезарядку оружия. Джоэл говорит, что до выхода 17-й альфы планируется добавить в игру возможность перелома руки, а в будущем также планируется возможность получения ранений в руку, в частности и от огнестрельного оружия. Эффект от повреждения руки не обязательно будет в игре именно таким, как показано в видео. Тут Джоэл, скорее всего, просто демонстрирует новые возможности, которые даст нам новая система бафов, скиллов и перков. Скорость перезарядки – это только один из параметров, которые будут подвержены изменению. Также среди других параметров обреза в новом файле item.xml, показанном Джоэлом, можно рассмотреть такие, как скорострельность, количество патронов, расходуемых за один выстрел, вместимость магазина, максимальная величина которой может быть достигнута с помощью модификаций, вертикальный и горизонтальный разброс, модификатор разброса при стрельбе в режиме прицеливания и от бедра, модификатор разброса при стрельбе в скрытом режиме, модификатор разброса при ходьбе и беге, а также вертикальная и горизонтальная отдача, дополнительный разброс, скорость смены оружия и время, необходимое для прицеливания. Интересно также то, что Джоэл упомянул про возможность перезагрузки обновленных файлов XML без необходимости перезапуска игры, что может быть очень полезно тем, кто любит поколдовать над файлами игры в процессе легкой ее модификации под свои нужды. Способ озвучивания как минимум такого события, как перезарядка, также подвергся изменениям. Теперь этот звук разбит на несколько отдельных файлов, что со слов Джоэла дает возможность озвучивать перезарядку с нужной скоростью. Звуки это хорошо, но хотелось бы, чтобы разработчики в конце концов исправили тот момент, когда независимо от требуемого количества патронов, будь то 1 или 7, персонаж визуально заряжает в дробовик исключительно 2 патрона. Это как минимум выглядит глупо. Обновленные атаки ближнего боя. Следующее, что мы видим, это обещанная нам в прошлом видео Джоэла переработанная анимация ближней атаки и новая силовая атака. Со слов Джоэла, атаки со всем оружием ближнего боя, которое есть сейчас в игре, будут переработаны аналогично тому, что мы сейчас видим в этом видео. Сейчас в 16-й альфе, независимо от того, попадаем мы по цели или нет, анимация удара в этих случаях ничем не отличается друг от друга. В видео Джоэла в режиме от первого лица можно заметить отличие в том, как происходит анимация при ударе дубиной, так сказать, в холостую, и когда дубина встречает препятствие в виде зомби или другой преграды. Тут хорошо заметно, как при попадании по цели дубина слегка замедляется и потом уже не продолжает движение по траектории удара, как это происходит при холостом ударе, а уходит просто вниз. Что же касается усиленного удара, то он будет производиться с помощью правой кнопки мыши и будет тратить в разы больше выносливости, чем обычный удар. Но это пока что не настроено, потому посмотреть, как сильно тратится выносливость, в данный момент нельзя. Анимация усиленного удара заметно отличается от обычного удара. Для замаха персонажу требуется намного больше времени, и траектория движения дубины визуально больше. Плюс при таком замахе в кадр также попадает левая рука, что усиливает ощущение того, насколько сильный замах делает персонаж.
Более наглядно усиленный удар можно оценить, глядя на персонажа от третьего лица. Тут анимация замаха и самого удара действительно очень сильно отличается от анимации обычного удара. Персонаж при таком ударе на завершающей его стадии практически полностью наклоняется вперед и вниз, следуя траектории движения дубинки. Примерно так же, но чуть менее заметно, это происходит и при обычном ударе. Жаль только, что при таких ударах в режиме от первого лица камера никак при этом не реагирует, а по идее на завершающей стадии любого удара камера должна уходить вниз и возвращаться на место по завершении удара. Мне кажется, это могло бы добавить в игру чуток реализма. Стрелы, остающиеся в телах. Следующее и самое вкусное в этом видео – это стрелы, которые при попадании остаются в телах врагов. Это касается не только зомби, но и всяческих животных. Роланд на форуме написал, что после этого нововведения он минут 40 бегал по миру и делал из кабанов и оленей дикобразов, пытаясь воткнуть в них столько стрел, сколько позволял запас здоровья этих животных. Выглядит это круто, и я лично ждал этого очень давно и безмерно рад тому, что это наконец-то будет добавлено. Правда, система еще не полностью рабочая, то есть со слов Джоэла это вообще только начальные шаги, сделанные в этом направлении. В ближайшее время стрелы будут оставаться не только в телах врагов, но и при попадании в землю или блоки другого типа. Также Джоэл сказал, что ему очень хотелось бы иметь возможность подбирать стрелы, торчащие из тел зомби. И значит, это также с большой вероятностью может быть добавлено в игру. Кстати, я уже видел реализацию этого среди наработок автора с ником HAL9000, и там это все работало просто замечательно, за тем исключением, что там стрелы можно было подбирать с тел зомби и вытаскивать из стен. Так что проблем с реализацией подобного функционала в 17-й альфе у разработчиков возникнуть не должно. Не помешало бы также добавить след от попадания пуль на блоках, хотя бы временно, пусть и с последующим исчезновением. Новая генерация ландшафта. И последнее, что показал Джоэл в своем видео, это обновленная генерация ландшафта. Мне сложно оценить, насколько лучше или хуже все стало. Возможно, стало меньше резких перепадов, но это не точно. А вот гора, которая была показана позже, действительно выглядит весьма естественно. Для ее генерации уже используется какая-то обновленная функция, которая позволяет генерировать ландшафт более естественным образом. Именно благодаря этой новой функции у горы присутствует естественная эрозия, такие себе своеобразные канавки, в которых местами скопился снег. Что касается дорог, то они, благодаря этой новой функции, как минимум не должны будут иметь резких перепадов и резких зигзагообразных поворотов на всем своем протяжении. Со слов Джоэла, то, что он показал, это только вершина айсберга, но рассказывать об этом более подробно он нам не хочет, так как боится разрушить вау-эффект в момент выхода 17-й альфы. Также в этом видео Джоэл упомянул о том, что они собираются приобрести новые программные инструменты, которые помогут сделать более мощным и в целом улучшить существующий редактор мира игры. Джоэл также вскользь упомянул о том, что возможно после релиза игры студия займется созданием DLC, в работе над которыми очень помогут упомянутые выше инструменты. Скорее всего, это будут новые карты типа Navigain с новыми сюжетными линиями. А вот о том, будут ли эти дополнения платными, ничего сказано не было. Вполне возможно, что те, кто купил игру на стадии альфа, получат все дополнения бесплатно. Ну а тем, кто купит игру уже после релиза, придется покупать эти дополнения отдельно. Но это, как вы уже знаете, не точно. Что там с консольной версией? Теперь, что касается консольной версии игры. Многие просто не понимают, как с ней обстоят дела, и заваливают Джоэла и его команду вопросами типа «когда на консолях будет очередное обновление» и прочими. Давайте немного проясним ситуацию. Основным моментом тут является то, что студия The Fun Pimps, владельцем и руководителем которой является Джоэл, не имеет никакого отношения к разработке консольной версии игры. Пока версией игры Seven Days to Die и ее консольным аналогом занимаются совершенно разные студии. Как так получилось? В один прекрасный солнечный день представители Telltale просто пришли к The Fun Pimps с просьбой разрешить им сделать версию Seven Days to Die для консолей. Получив согласие, Telltale наняли студию Iron Galaxy, которая и занялась разработкой консольной версии. Вот и вся история. Так что все вопросы по поводу обновлений для консольной версии следует направлять к Telltale и Iron Galaxy, которые оказались не такими общительными, как Джоэл и его команда. Единственное, что публикуют, это списки правок к очередным мелким обновлениям.
И последнее в этом выпуске. На форуме разработчикам был задан вопрос, которым я также задавался долгое время. Можно ли будет сделать так, чтобы отправной точкой был мир на Вестгейн, а за зоной радиации начинался случайно сгенерированный мир? Чтобы, пройдя сюжетную часть, можно было продолжить игру в рандомном мире, не меняя карту и не начиная новую игру. Разработчики ответили, что это маловероятно, скорее всего вообще невозможно, так как практически нереально синхронизировать эти два мира без получения полнейшего хаоса на границе перехода одного мира в другой. Поэтому, скорее всего, этого не будет. Ну что же, на этом на сегодня все. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом выпуске и задавайте вопросы. Постараюсь ответить. Если вам понравилось видео, ставьте свой честный лайк и обязательно делитесь этим видео с друзьями. Мне будет очень приятно. Это были новости по игре 7 Days to Die на канале Survagger. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока!